въездом в Мозамбик под радио на португальском нас встретил 6-й месяц нашего непрерывного путешествия из родного украинского города Хмельницкий. Изначально мы планировали ехать лишь в Кейптаун, но достигнув цели, у нас появилась новая амбиция – добраться назад в Украину на машине уже по Восточной Африке. В целом, Восточная Африка гораздо более безопасна и развита, чем Западная. Но наша задачка все равно была со звездочкой. Покинуть африканский континент мы должны были до конца года из-за ограничений по работе. 10 африканских стран и менее 2 месяцев времени. Это, откровенно говоря, сжатый срок. Но лучше так, чем вообще ничего не увидеть, отправив машину домой в контейнере. 1,5 месяца в Намибии и ЮАР нас неплохо расслабили. Теперь пришло время вновь втягиваться в, так сказать, рабочие будни каждодневных передвижений. Доброе утро, друзья, из Мозамбика. Первая ночь прошла на вот таком вот кемпинге. Довольно шумном. Где-то музыка играла, наверное, до часов 5 утра. Мы уже просыпались, а музыка еще играла. И гуляющие на пляж шли. Пляж вот тут 100 метров. За нами океан. Вчера ходили, но сегодня я вам уже не покажу. Но покажу еще то, о чем раньше не сказал. Уже несколько дней, еще когда мы ехали из Лесото, заметили, что из дифференциала немножечко подтекает масло. Потеет, так сказать, дифференциал. Мы дифференциал подварили, чтобы не потел, но не помогло. И так и немножечко собирается там жидкость, поэтому купили масло, чтобы долить, если оно будет вообще сильно вытекать. Нам рассказали, как проверить уровень. Мой друг уже новый из Намибии, из автосервиса. Так что будем смотреть по дороге. Немножко это добавляет, конечно, волнение или нервозность, я не знаю. Но, тем не менее, что делать? Все, что мы могли сделать, мы сделали, подварили. Не помогло. Будем дальше смотреть. Возможно, где-то в Зимбабве или в Замбии, в столице, уже будем делать вторую попытку. Иначе, если бы так не было, как сказал мой намибийский друг, тут был бы просто автобан в Германию. А так приключения. Потеющий дифференциал, как мы узнали, это стандартная болезнь ленд-крузеров. Да и не только ленд-крузеров. Мнения на автосервисах, на которые мы заезжали, были довольно противоречивыми. Одни говорили, что так можно ездить годами и ничего не будет. Другие грозили тем, что чугунный кожух дифференциала даст трещину и развалится где-то на нашем пути. В итоге я проконсультировался с механиками в Германии и Намибии, которым я доверял. Оба из них сказали, что мы скорее всего доедем до Европы, нужно лишь только постоянно контролировать уровень масла в дифференциале, откручивая гайку в нем и макая палец внутрь. Я прикупил трансмиссионное масло на заправке и немного успокоился. Все 3 кемпинга, на которых мы останавливались в Мозамбике, принадлежали южноафриканцам. Это было классно, ведь в ЮАР как нигде знают толк в организации кемпингов. Но печальна сама причина такой ситуации. У нас в гостях местный парень, который переехал со своей семьей с Южной Африки и говорит, что навсегда останется в Мозамбике. Потому что в Южной Африке можно было сидеть только дома за колючей проволокой, потому что кто-то может его украсть. Так, по крайней мере, ему сказали. Как рассказал нам и ребенок, и потом взрослые,
Все переехали из ЮАР из-за криминала. У всех них была не одна история о том, как бандиты грабили их дома, отнимали машины прямо на дороге и угрожали оружием. Ни повсеместная колючая проволока на заборах, ни системы охраны не помогают. Живя в Европе, сложно понять такого рода трудности. Но в ЮАР количество умышленных убийств на душу населения в 7 раз больше, чем в Украине, и в 3 раза больше, чем в России. От этого люди и скрываются в соседних странах. Не знает, где он точно жил. Хочешь детей, Ленок? Говорят, свои не раздражают. Они раздражают просто других людей. Таким образом выглядят кемпсайты в Мозамбике. Это наш второй, но думаю, это достаточно частый случай. Песочек, пляж, выход прямо к океану. Стоишь у океана. Последний раз у нас такое, наверное, было в Габоне, в Анголе, в Того. В общем, было несколько раз. Вот сейчас в Мозамбике. Красиво. Вот так вот выглядит пляж Мозамбика. Напоминает очень Занзибар, потому что там тоже такая большая разница была между приливами и отливами. Вот и сейчас вода уже подходит, но еще очень много песка не под водой. Только что встретил ребят на Defender'е, британцев, которые тоже по Западной Африке спустились из Англии, но срезали кусочек. Они из Ганы в Намибию свою машину отправили, потому что визу Нигерии не могли получить. И вот где я их встретил, в Мозамбике. И они не могут попасть сейчас на наш кемп, потому что вода пришла слишком высоко. Случился прилив, и вот они теперь думают, что им делать. В общем, я пошел поужинать, и уже немножко вода спала, но все равно возвращаться приходится вброд. Не сильно видно, куда идти, но хорошо, что я тут проезжал. Мы тут проезжали сегодня. В водичке крабы. Интересный опыт. Хорошо, что в соленой воде нет крокодилов. Так было бы немного страшнее. Наслаждаться Мозамбиком несложно. Страна вытянута вдоль побережья на сотни километров, и каждая наша ночевка была на прекрасных песчаных кемпингах у океана. Дороги до определенного момента тоже неплохие. Было только одно «но». Во время нашего пребывания на севере страны шел локальный конфликт. Мы решили ехать к центру, в Зимбабве, и опасный регион прошли только по касательной. Угадайте, что мы сейчас кушаем? Страуса. Как на страус? Как страус на вкус? Суховат. Суховат страус. Но очень вкусная еда в Южной Африке. Называется True Wars. Это фактически сырое мясо. Вот в таких колбасках. Долго не хранится, но очень хороший вариант перекуса в дороге. В этой поездке это уже традиция пересекать какие-то параллели. То один тропик, то второй тропик, то экватор. По дороге назад мы делаем то же самое, потому что мы проезжаем снова же, но с другой стороны Африки. Не одни мы радуемся пересечению тропика Козерога. За нами местные тоже веселятся и танцуют. Радостное событие, даже если ты это делаешь каждый день, наверное. Двигаясь на северо-восток, мы потихоньку подобрались к Зимбабве. Как обстоят там дела, мы точно не знали. Но известно было наверняка, что страна до сих пор страдает от нестабильности валюты и нехватки топлива. Все, наверное, слышали об астрономических номиналах денег. Конечно, уже произошла не одна деноминация, но до стабильности еще далеко. Уже на границе с Зимбабве со стороны Мозамбика. В Зимбабве сейчас кризис и не хватает топлива.
большие очереди на заправках, можно рассчитаться только наличными долларами, поэтому мы используем каждую возможность для того, чтобы пополнить наш бак. Даже если это 10 литров с прошлой заправки, мы решили это сделать. Все 230 литров топлива сейчас, по идее, в Мурзике, и нам этого, надеюсь, хватит, чтобы проехать Зимбабве и не стоять в очередях на заправках. Но посмотрим, сейчас еще заправляется около 10 литров, и мы будем ехать дальше. Вот таким получилось наше знакомство с Мозамбиком. Короткое видео, скажете вы. Ну таки в стране мы провели всего лишь 3 ночи. Дальше нас ждала Зимбабве. А как она нас встретила, вы узнаете в следующей серии «Африки на колесах». Так что не забудьте подписаться и увидимся уже через неделю. Пока!